Всем привет, друзья! Это канал Tracker in Scandinavia. И мы находимся в Норвегии, в центральной Норвегии. В сегодняшнем видео день работы в центральной Норвегии, потому что вокруг Осло мы покатаемся. Будет 4 выгрузки. И посмотрим, какую загрузку мне дадут. Я вчера специально спешил на этот паркинг, чтобы проснуться в красивом месте. Надеялся, что будет солнышко, чтобы это было еще более все красивее, но солнышко куда-то пропало за ночь. Оно ночью светило, а вот утром решило не светить. Проспал я сегодня. По плану должен был делать я 9, в принципе, часов отдыха, потому что я выработал 15 часов вчера. Но у меня выключился телефон ночью, и будильник, естественно, не сработал. Кстати, очень плохой такой моментик. Я не знаю, как в других остальных моделях. У меня Xiaomi. Раньше, помню, когда-то была Nokia, еще когда она была, называлась легендарной. И там, сколько моделей у меня не было Nokia, когда батарея садилась, у тебя будильник все равно срабатывал. То есть оставался запас на будильник именно. И это было очень круто. Ну, сейчас движемся. Мне 188 километров до первой выгрузки. Покажу вам груз. Кстати, мне очень нравится, чем я загружен. Все покажу и расскажу попозже. Немножко прокатимся по такому раритетному городку, домике, точнее. Вот типичный скандинавский стиль. По-другому у них никак не может быть. Интересная такая улица. Собственно, вопрос, если кто захочет задать про дрон. Дрон целый. Были заменены пропеллеры, но я буду добиваться, чтобы мне его поменяли. Только мне нужно добраться до магазина, в котором я его покупал. Почему? Потому что у меня не сработали боковые датчики. И, собственно, из-за этого мне это очень не понравилось. Как так? Новый продукт, и у вас не сработали датчики. Сегодня будет без дрона, потому что в центральной части, ну точнее вот в районе Осло, дроном летать нельзя, потому что порт обычный, короче, ограничений огромное количество. Поэтому лучше не летать. Что ж, погодка сгущается, я думаю, все-таки вмажет дождик к вечерку. Но пока я движусь к первой выгрузке, мне еще 17 километров. Мы проедем до конца этот город. Я первый раз здесь проезжаю. Ну, это в районе Осло, тут в районе Лоренскога какой-то городок. Я сейчас даже не знаю, как он называется.
кстати, 2 июля. 15 градусов тепла. Конечно, для работы как бы комфортная погодка за счет того, что не жарко. А это самое главное. Тем более, когда 4 выгрузки предстоит. В целом погода пока что, ну, в целом нормальная. То есть, опять-таки, для комфорта жарких дней было очень мало. То есть, в целом, я еще ни разу не спал с открытыми окнами. Да, под утро единственное, нужно просыпаться, приоткрывать, потому что утром начинает тебя поджаривать в черной кабине, если солнышко вылазит. Даже вот как сегодня солнышка в принципе не было, но было жарко. Но я думаю, жаркие еще дни в тех краях, где я езжу, придут обязательно. Я все-таки надеюсь где-нибудь покупаться. В принципе-то у меня стабильные 2 точки. Либо там, где я стоял в Хотинге, где успешно ляснул дрон на прицеп. Либо же в Сорселе, где у меня уже было несколько видео. Там тоже есть озеро местных жителей. Сделанное, предназначенное для купания. Так, у меня прибытие в первую выгрузку где-то тут. Что, собственно, вот здесь моя выгрузка. Вот это вот нужно выгрузить мне здесь. Затем поеду на следующую выгрузку в город Вестби. И в Гнарв поедем. Самое интересное место на сегодняшний день. У меня пойдут все вот эти черные ковши. И спереди там стоит еще один груз будет. Это у нас 4-е место. Как-то так. Сейчас нужно мне будет подумать, как мне вообще отсюда выехать. Но я уже, собственно, наверное, вижу. Назад я выползу на дорогу жопой кверху. А потом на этом перекрестке развернусь. Так? Я думаю, так. Оптимально само будет. Здесь места огромное количество. Да, кстати, в компанию, в которую я привез, она продает какие-то тачки очень интересные. Я вам сейчас покажу. Тягач, кстати, вчера был помыт. Ну и по закону, мировому закону пошел, по природному, точнее, закону пошел вечером дождь. Ну, как бы немножко сохранился в чистоте, только мухи, ну и бока уже все от дождя стали грязные. Мою я без щетки всегда, чтобы меньше царапать ЛКП. Просто шампунь и керхер. Но до меня уже эта черная V8 была покоцана. Я про нее как-то говорил в самом начале, когда начинал работать. Что ж, такие вот тачки здесь стоят. Это, наверное, для сафари. Kawasaki. Ну, она собирается, весь верх в ней собирается, все. Ну и такие вот специальные какие-то тачки. Также они по железной дороге ездят, потому что колеса спереди и сзади. Ну и здесь красного такого цвета я нашел. А, вот тоже специальный какой-то под погрузку. Ну, где-то по каким-то частным территориям рассекают на них. Да, я бы тоже хотел бы на таком порассекать. Я думаю, Kawasaki должен нормально наваливать. Кстати, дизель 4×4. Что у нее тут на приборке, посмотрим. Ну, особо ничего нету. И также можно полный привод включать, либо только, скорее всего, это задний, да? Задний. Так, ладно, пойду контролирую, что там делают. Здесь меня загружали вот эту штуку погрузчиком, который ее подцеплял напрямую крюками. А я внутрь поставил палет, чтобы мне сэкономить место было. А здесь сейчас у нас вилочный погрузчик, и ну что-то должно получиться. Я как-то не подумал при загрузке, что, возможно, такого погрузчика, как который меня грузил, здесь не будет.
Ну что ж, здесь заканчиваем и едем дальше. Следующая точка у нас в Эсби, поэтому мы вбиваем адрес. Будем смотреть, где же она. Так, английский язык. Почтовый индекс 1540. Улица Стормассен 30. Вот она. 30 есть. Угу. Какой нам вариант? Мы поедем не через Осло, а поедем кустами каким-то. Я думаю, так это будет оптимально. Да, 55 километров мне. Сейчас проедем. Собственно, вот наша Осло. А мы тут катаемся, и затем мы поедем вот туда. Где-то, подождите, где-то здесь. Будет у нас 3-я и тут 4-я выгрузка. Вот вам, пожалуйста, пример, что не нужно далеко в Норвегии ездить, чтобы попасть на козлячую дорогу. Всего лишь в 20-ке километров от Осло. И таких дорог на самом деле здесь огромное количество. Это я к чему? Я как-то давным-давно говорил об этом, что работодатель вам может говорить, что вы будете ездить на двухоснике только до Осло. Собственно, вот это и будет означать тоже Осло. И как вы зимой можете встрять в этом Осло. Поэтому как-то так. Время 12:40. Подкрадываемся мы к 2-й выгрузке. У нас, я так понимаю, какие-то склады будут большие. Фирма Лиман. То есть ориентир будет искать название Лиман. Именно, а не название клиента. Так, 200 метров. Поворот у нас куда-то. Я так понимаю, знак немножко скривили, но мы едем в верном направлении, в промку. Здесь какой-то Дарнастхус, не то, что нам надо. Prime Cargo. Будем искать. Так, поворот у нас. Ага. За велосипедистом едем. Да, погода пока что не меняется, все затянуто, но ничего не происходит. А мне же еще попробовать помыть стекло, вроде бы насекомых не так много летает. 16 градусов за бортом, надеюсь, мне хватит надолго. Так, где-то должно быть это здесь. Пока что я не совсем вижу. Еще 300 метров вперед. Ну, если едет навстречу Хиртека, значит, я еду в правильном направлении. Стомсан 30. Вот большой, я вероятнее всего... Да, вот, Лиман 30. Вот то, что мне, собственно, и нужно.
Ворота открыты, отлично. Все, значит, как всегда, иду я искать офис. И затем под какую-то рампу стану. Вероятнее всего, здесь тоже будет самовыгрузка. Что ж, 10 минут у меня заняла выгрузка. Это с учетом того, что я еще сходил в туалет. Быстрые очень были погрузчики. Так, вот что у меня вышло. Собственно, пустая жопа. И там железяки все эти, мусорки и спереди ковши. Ну, это потом. Дальше я вам покажу. Вы все хорошо увидите и рассмотрите. Ну, велосипеду моему зато свобода. Огромное количество места. Но мне пришел уже план, что у меня будет загрузка. И я предполагаю на этой загрузке, что места у меня в прицепе не будет. Мне придется вешать велосипед за кабину. Ну а сейчас сполосну стекло от мух и поедем дальше. Так, следующий адрес у нас Гварф, 3-я выгрузка. И вбиваем адрес. У нас почтовый код 3810. Улица Торсхолл-Гвиен, как-то так. То вот я ее сразу вижу. Веген, точнее. Так, у нас нету 5, есть у нас 7. Значит, едем на 7. И расчет, сколько же нам покажет. Покажет нам 159 километров. Нехило. 159 километров. Поедем через туннель Драманский. Осло-туннель. Или как он там называется. Так. Ну, все понятно. Как-то вот так это все выглядит у нас. Погнали. Стал я на паузу. 23 минуты мне еще стоять. А время тем самым у нас уже 15:17. И я позвонил к контакту. Был указан у меня номер телефона. И мне сообщили, что сегодня, когда я приеду, уже будет закрыто. Поэтому я написал шефу. И посмотрим, что он мне на это дело ответит. Да, он ничего не ответит, нужно будет искать паркинг. Мне осталось 52 километра до этой точки. Посмотрю какой-то паркинг и буду стоять до завтра. Через 2,5 километра у меня поворот на 300, вроде бы 60-ю, по которой я уже поеду до своего города, в котором завтра буду выгружаться. В 7 утра меня выгрузят, мне перезвонил клиент, сказал время. Ну а здесь городок небольшой, а впереди уже как бы я ухожу налево, а впереди по 134 уже начинаются основные горы, подъемы, но мы на них не едем. Мы так по краешку немножко прокатились. Ну, в принципе, вот вышел такой день. Легкий, можно сказать. Ну, завтра продолжим, в любом случае. Еще ждет 2 выгрузки и 1 загрузка в городе Мосс. Также будет, я думаю, интересный маршрут до последней выгрузки. Вот здесь хорошее, красивое место, конечно, открывается. Открытое такое пространство, пейзажное. В Норвегии, кстати, цена на недвижимость зависит от пейзажа, который у вас за окном. Да, именно так. Даже если где-то в глубинке будет глухой, где до там
магазинов, школ будет очень далеко, но будут горы, там озеро, то цена тоже на недвижку будет ого-го. Здесь у них это так работает. И вот у нас Гварф, 360-я дорога. Движуха тут летняя, туристическая. Это 360, как видите, да, на белом фоне, но она обычная вообще дорога, ничем не отличающая от обычной стандартной, то есть две полосы полноценные с разметкой, довольно-таки широкая, то есть видите, не всегда трехзначная на белом фоне означает, что это будет узкая дорога, пошире она многих однозначных, конкретно если взять некоторые участки 6-й дороги, которые идут в сторону севера. В самом городке вот есть местечко хорошее, где можно было бы стать, но стоит знак: грузовым запрещено. Как бы до заправки можно прогуляться до туалета, нормально. Но я поеду немножко в другую сторону от завтрашней выгрузки на 6 километров, потому что только там есть стояночка, вроде бы туалет должен быть. Сейчас проверим ее, что за она. Там как бы старые фотки показывают в гугле, что нету туалета, но есть одна с туалетом, может быть, поставили. Вот. И время у нас 16:37. Собственно, наработал я сегодня 6 часов вождения. Вон, сами видите, осталось 4:47. Стартовал я в 10, то есть выйдет 7 часов рабочего и 6 часов вождения. Ну, даже меньше, чем 6, каких 6. 5:30 у меня вождение. Вот, отлично, что мне в другую сторону на стоянку, потому что в той стороне ремонт дороги и пробка. Так, поедем в сторону Шиена. Завтра меня этот ремонтик дороги ждет. А я видел, что там рисовала красным. Так, ты поворачиваешь, а я выеду лучше. Встретил я такую вот преграду перед паркингом. Затем ваше место назначения будет слева. Так, вот он самый паркинг. Поверните налево. Затем ваше место назначения Да. будет справа. Ну что ж. Ваше место назначения находится справа. С туристами буду стоять. Вот такое вот местечко интересное. В принципе, пейзажное, да? Довольно-таки. Ну все, до завтра. Небольшой обзор местности сейчас вам покажу.
7 утра 3 июля. В Беларуси День независимости. Круто. Праздник очень хороший. Ну, а я в работе. Выдвигаюсь на выгрузку мне. Сколько мне? 8,5 километров. И всех с прошедшим праздником. Поверните направо. Затем вы прибудете к месту назначения. Да, круто. Навигатор мне показал поворот, которого вообще просто не существует даже. Зашибись. Вот он показал. Поверните налево. Поверните направо на пешеходную дорогу. Ну что мне там дальше ехать-то сколько? Я не знаю, сколько мне вперед ехать и куда. О! Как думаете, план сработает по развороту? Я думаю, да. Главное, теплицу не сбить. Отлично. Я увидел с дороги, знаете, трактора, ковши, вот это вот всякую фигню. Я так и думал, что это этот поворот, но что-то я провтыкал. Ну, знаете, с просони бывает такое. Вот он этот, Илька, Килька, Маскин Сальк. Вот чувак уже меня ждет. Что ж, вот подобная продукция, как и у меня. Значит, вот это черное выгружаем, а в конце то, что сейчас поближе покажу, повезем дальше. И вот такое вот дело мы еще повезем в одно место. А здесь небольшая компания. Этому человеку я вчера звонил, он здесь один. Босс и грузчик и все остальное. И продавец. Так, вбиваем последний адрес. Последний адрес. Ларсегата 11 33 50. Так, Норвегия. Почтовый индекс 33 50. Ларсегата. Ларсегата 11. Есть такая. Да, где-то там. Сколько мне до нее ехать? Километров 100? Нет, наверное, больше. 115 целых. Ужас какой. Ну, погнали. Полноценные участники дорожного движения в Норвегии. Они тут спокойно рассекают, пенсионеры вот на таких тачках маленьких. Ну а я выхожу на финишную прямую, мне 18 километров до последней 4-й выгрузки. И затем мы поедем на загрузку. Но по дороге нужно будет выполнить одну спецоперацию, о которой вы узнаете чуть позже. Что ж, вашему вниманию мост. Очень интересный. Таким вот зигзагом. В одностороннем он движении работает. Горит у нас красный. Ждем. Я такой первый раз вижу.
Не ездил я раньше этой дорогой. Но это даже не мост, а я не знаю, как правильно вообще это назвать. Подбираемся мы к последней выгрузке. Норка Ас какая-то у нас должна быть. Но я вижу уже указатель, что небольшая промзона. Почему небольшая? Потому что здесь большая не может быть. Ну и где-то там, в этих складах. Нет, не в этих складах, вру. Едем дальше. Хотел я раньше повернуть, чем надо. Чуть-чуть дальше. Чуть-чуть дальше. А вот, наверное, я и вижу вон тот серый склад. Норка. И не проехал ли я все-таки поворот, как в прошлый раз мне показывала навигация? Нет, вот указатель. Дорога тут шикарная, конечно, мог бы я и где-то раньше, думаю, повернуть. Но почему-то указатель даже здесь. Все, вот она, последняя выгрузка. Эта компания вчера работала вообще до 15 часов. Ну а по времени работы в целом в Норвегии поговорим с вами по дороге, как они здесь вообще работают, со скольки до скольки в разных регионах. В районе Осло мы находимся, летим в сторону туннеля. Ослофьорд-туннелен. И мне 109 километров до загрузки. Значит, по поводу рабочего времени в целом в Норвегии, в компаниях, нету какого-то особенного стандарта там или еще чего-либо. Но есть одна особенность, что, ну, я думаю, это довольно-таки понятно и очень во многих странах будет точно так же. Это если крупный город, то компании работают дольше. И раньше открываются, и позже закрываются. Если вы едете в глухомань, как я вот катался сейчас по глухоманям таким, ну не сильно глухомани, но деревушки, где небольшие компании, то, естественно, там и работают они до 4, до 3. Вот последняя выгрузка, где я работал, они работали вообще до 3. То есть с 7 до 3. На севере точно так же, так как там вообще становится меньше крупных городов каких-то, даже средних, то там то же самое. Вы можете, если едете со сборником туда каким-то хотя бы там 4-5 выгрузок, то вы так вот можете в день делать по одной выгрузке, потому что вы будете приезжать в компанию, там они очень коротко работают, то есть может быть такое, что в 9 фирма открывается, и в 3 часа она уже или в 2 даже закрывается, даже так. Ну а в целом, ну как такой очень распространенный график, это, конечно же, с 7 до 16. Вот, это так, если мы берем всю Норвегию. Но все зависит, конечно же, я еще раз говорю, что от того, насколько это большой населенный пункт. И, ну, в целом компания. Понятное дело, что все логистические огромные компании какие-то в Норвегии, здесь это Бринг, там PostNord, это одно и то же. Я даже не знаю, как я вам еще привести большие компании здесь. Ну, ДХЛ там и так далее, и так далее. Все, которые на виду, то они работают там все по-разному. Кто-то и круглосуточно, кто как.
Вот. Ну и в целом, конечно же, работа с сухими грузами, то есть так как я работаю, тоже фирмы работают меньше, чем, например, вы работаете с фруктами, там, ну, в целом с холодильниками, короче, с рефами. Там компании работают подольше. И в целом, в основном, загрузки и выгрузки все-таки будут в компаниях побольше. Ну, помимо, конечно же, того, когда вы загружаете рыбу. Ну, там вообще это отдельная вообще тема и история. И как бы, так как я рыбу не вожу, то в данный момент я про нее ничего и рассказывать не буду. Когда-то работал, было так, как там сейчас, я в целом даже, если честно, не знаю. Ну, оно осталось-то, конечно же, то же самое. Если вы едете на маленькую какую-то ферму загружаться рыбой, то там, получается, корабль, как оно там происходит, уходит в ночь на рыбалку, так сказать. Вот, возвращается под утро, целый день сортируется эта рыба, фасуется, и к вечеру вас загружают. Вот, то есть там не нормированный рабочий график, может быть все по-разному. Корабль может прийти в обед и среди ночи вас загрузить, вот, и утром, и по-разному, короче. Так что как-то так. Подъезжаем мы к туннелю Ослофьорд-Туннелен. Значит, туннель, который проходит под Ослофьордом. На данный момент действуют ограничения с 22 вечера по 5:30 утра. 7% здесь спуск, соответственно, и подъем потом. 2,5 километра этот туннель. Точнее, туннель не 2,5 километра, а спуск 2,5 километра. А туннель у нас длиной 7 километров 300 метров. Здесь стоят радары. Максимальная скорость 70 километров в час. И грузовым здесь обгон запрещен. Идет дорога на спуск. Когда она будет идти на подъем, будет две полосы. Легковые могут обгонять, а грузовые нет. Ну и если вы за кем-то впираетесь, за тяжелым, то и все. Будете за ним ехать столько, сколько едет и он. 30-20 километров в час. Не люблю я этот тоннель и в целом этот участок дороги. Он очень долгий. Да, и дистанцию здесь тоже нужно соблюдать. 100 метров. Вот видите, как навстречу едет кран 20 километров в час, и за ним грузовики, потому что обгонять они не могут. Такая вот здесь несправедливость в этом туннеле. Да, и вроде бы, насколько я помню, здесь радары стоят также и на соблюдение дистанции. То есть, если вы не соблюдаете дистанцию со спуска, то в теории вас тоже может щелкнуть. Туннель несколько раз закрывался за последние 10 лет из-за того, что здесь были пожары. Какой-то был пожар, по-моему, и обвал был, что-то в этом роде. Короче, производились после этого ремонты, реконструкции. И в целом в нем всегда какие-то существуют ограничения. В общем, очень сложный тоннель, и нужно всегда следить за информацией, какие ограничения действуют в этом туннеле. На подъеме дистанцию соблюдать конкретную какую-то не нужно. Так, приехал я за закладкой. Да, вы думали, только в наших странах оставляют закладки? Да нет, ни хера. Здесь тоже. О, привет. О. Что ж, вот такую вот закладку мне оставил мой кореш со Слуцка. Он едет домой, поэтому оставил мне варенье, рассольник, банку закатанную домашнюю и сало. Стою я уже на рампе на загрузке. 25 с чем-то тонн мне загрузит, 24 палета
херни какой-то вон в Биг Бэвых возят. И затем отправимся на дозагрузку еще. И это уже будет третий, скорее всего, у нас день, потому что сегодня я вряд ли туда успею. 300 километров ехать через Осло. Там как раз я в пробку попаду какую-нибудь. Ну и, в общем, завтра только загружусь, потом уже отправлюсь на север Швеции. В Скелефтее будет у меня выгрузка и в Лулее. Ну а вот что, собственно, было в схроне. Вот оно, малиновое варенье, домашнее. И домашняя заготовка под суп, рассольник. Я раньше тоже всегда возил такое, но как-то давным-давно перестал это делать. Не знаю почему. Ну и сало. Сало вручную вакуумированное, с прорезью, вкусное. Спасибо тебе, Андрюха, за подгон. Остается мне 42 километра до второй загрузки, точнее подзагрузки, как ее там можно назвать. Вначале я думал, сегодня не загружусь, буду завтра грузиться, но логистики не имется, там супер важный груз, который нужно было загрузить сегодня, и поэтому они договорились с той компанией, которая будет отгружать, и меня будет ждать там погрузчик. Но мне ему нужно позвонить за 40 минут, то есть как раз мне ему нужно позвонить и сказать, что я скоро буду. Сейчас будем звонить. Звоню я со своего шведского номера. Охотнее не поднимают трубку норвежцы и шведы, когда видят свои номера. Ну, то есть 47 или 46 код. Напомню, что в Норвегии код 47, в Швеции код 46. Hello, I'm driver from ACX. I'll be at the loading point in the 30 minutes. Okay, see you later. Bye. Ждет с распростертыми объятиями меня. Вот так. Ну, посмотрим, что мне там загрузят. Таможенные документы тоже готовы. Но я имею всего лишь час вождения. Я пока не смотрел, сколько мне будет там от границы, но, по-моему, там чуть-чуть. То есть, возможно, что я до границы доеду, оформлю бумаги и лягу спать до завтра. Подъезжаю я к загрузке. Где-то тут что-то должно быть. Метров 200. Сейчас будем смотреть. Ага. Я так думаю, что-то здесь. Вон какой-то чувак там бродит. Да, здесь. Ну что, вот мой результат. Почему поставил здесь? Потому что сзади у меня тупо нету места. Даже если бы оно было, у меня был бы перегруз на задней оси. Поэтому здесь у меня было 2 тонны запаса. И вот этот палетик весит 1 тонну. Сверху положил доски, чтобы прижать его. Ну и сильно не поджимал, чтобы эти банки не полопались, которые стоят сверху. Проедусь немножко, потом посмотрю натяжку, как оно стоит. Вот. Собственно, такая вот работенка. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. До новых встреч, пока. Да, кстати, у меня осталось 36 точнее, минут вождения. И до границы 20 километров, поэтому я доеду, пройду таможню и стану на отдых.